Здравствуйте, дорогие друзья! Опять бритье. Из прошлого выпуска мы узнали, что станок Icon со 102 головой Slant великолепный станок, бреет замечательно. И после него, кстати, не очень-то хорошо растет щетина. На следующий день, через сутки практически, я там что-то уже начал обнаруживать. Она не такая мягкая, как после его оппонента брата X3, но тем не менее растет гораздо медленнее. Кстати, побрился и намного лучше, чем X3. А также, что Байолея, казалось бы, простой автошейф из Англии за 40-50 фунтов стерлингов на самом деле может быть охренительной штукой. А что касается мыла, если оно называется Формула Т, то это не обязательно Формула Т означает Талов или танк. Это вполне может означать марку автомобиля Формула Т, как у Мерседеса было, прошу прощения, у Форда. У Форда была Формула Т. А что касается помазка, Зенит, манжурец, ну, ребята, он лишний раз подтвердил, что он и в Африке манжурец, и в Сибири манжурец, и все спашет, все сделает как надо. А там, где не спашет, разомнет. А не разомнет, так хотя бы след оставит. Помазок совестливый. Ну а что будет сегодня? Пошли на крупный план, покажу, пока вы там будете смотреть, а я здесь маленечко подготовлю. Компрессик сделаю, ну и догоняйте. Это Fine, американец, косорез, сделанный из пластика. Он следующий у нас на обзоре, ну а вес его вы уже успели обратить внимание, всего 15 грамм. Высота целых 8 сантиметров, ширина головы 4 сантиметра. У 102 несколько другие размеры. Ширина головы примерно где-то 4,7-4,8. А общая длина под 10,5 сантиметров. Станочек Fine, трехсоставной, выглядит вот так. Обратите внимание, на X3 маленечко похоже, да? Чуть-чуть есть что-то такое. Изнутри вот такой логотипчик. Пластмасска, здесь внутри металлическая проставка. Здесь я тоже думаю, что что-то металлическое, потому что блестит явно как металл. Нижняя плита. Вообще во всем этом есть напилы от X3 айконовской. А поставим мы сегодня, ребята, тут я в некотором недоумении. Я всегда привык считать, что персона одна, но видимо нет. Ребят, кто в теме, подскажите, пожалуйста, потому что вот у меня обнаружилось две персоны. Одна из них вот такая, обратите внимание, какая упаковка. А другая вот такая. Видите, какая упаковка. Я подумал и решил, наверное, давайте сегодня начнем вот с этой персоны. Все время физер да физер. Давайте уже и на персоне попробуем. Ну, вставляется так удобненько. Но если без фанатизма закручивать, то выходит вот так. Обратите внимание, вот здесь вот чуть-чуть можно заметить, что лезвие изгибается. И с этой стороны точно так же. Хотя в работе я этого не замечаю. По краям также чуть-чуть лезвие выходит. Это что касается станка. Кремом у нас сегодня будет крем для бритья от Miele Organic. Не для продажи, тестовый. Чем же отличаются, сказать не могу. Но тем не менее мы с вами сегодня побреемся. Этот крем отличается тем, что, во-первых, у него все органические соединения внутри, все натуральное, плюс он снабжен очень большим количеством веществ, которые будут подготавливать вашу кожу к бритью, защищать, ублажать, мастить, лелеять, любить во веки вечные и прям, ну, вообще
заботится. Как это будет в работе, мы сейчас с вами узнаем. А в качестве аташеева у нас сегодня будет тот самый Floyd. Так, вот давайте я вам коробочку вначале от него покажу. Floyd Mentolado Vigorosa, который мне прислал Влад Побединский, мой подписчик, у которого прописка в Москве, но душой он сам весь в Мозамбике. Коробка стандартная, тут, наверное, нет смысла на ней долго задерживаться. Да и бутылочка для Флойда тоже обыкновенная, но такая чертовски приятная. Она прям, знаете, как фляжка. Ну вот, пожалуй, и все герои нашего сегодняшнего обзора пошли наверх. Фух. По мазочкам у нас поработает, наверное, сегодня мой старый добрый Вулфикс. Давно я его уже не выгуливал, так что пускай он маленько разомнется. Что же касается мыла органик от Мюлле, ребят, бог миловал. Мне все равно жировое, веганское, без разницы. То есть у меня не аллергии, ничего такого нет. И личных пристрастий каких-то тоже. Для меня главное, чтобы мыло радость дарила при бритье. Так что все равно посмотрим, потому что знаю, что для многих это архиважно, потому что у кого-то аллергия, у кого-то чувствительная кожа, всякое может быть. И вот в этом случае это, конечно же, может сильно помочь. А что касается Файна, да, интересная штука получается. Я о нем не знал, не гадал. Вообще, даже слыхом не слыхивал. До тех самых пор, пока Андрюх Карасев, вы все прекрасно про него знаете, это мой подписчик, фанат своего дела, коллекционер, и да просто хороший мужик. Присылает фотографию, говорит: Вадим, смотри. Смотрю я на него, говорю: ну что, ну красивый, симпатичный. А потом хлоп, ссылочку присылает, я перехожу по ссылке на общеизвестный сайт, который мы все хорошо знаем, русскоязычный. Ну и смотрю, что там да как. А там один дядька комментарий оставляет. Говорит: взял я этот Файн, побрился, ну и сам себе вопрос задаю. А для хрена козе баян? Но это я уже вставил. А он спрашивает, говорит: а для чего мне тогда, говорит, Айкон со сланд головой? Упоминания не было. 102-й он имел в виду или X3, не знаю. Но тем не менее, вот эта фраза, которая там прозвучала, она заинтриговала. Все мы знаем, что такое Айкон, а тут какой-то Файн. Вот именно с этого момента я загорелся этим станком, и благодаря Карену мы скооперировались и вместе его прикупили. Именно вот через ту фирму, которая вот мутная какая-то, знаете, вызывает подозрение. Но работает, нам повезло, у нас все хорошо, все нормально, плохого сказать не могу. Брился я им уже. Каких-то особых ярких впечатлений я за этим не увидел. Особо восторгаться что-то я не помню, чтобы я восторгался. Но уже столько времени прошло. А сейчас, раз уж мы будем сравнивать, конечно, было бы интересно. Но какой смысл просто так вот им бреться в одного, если мы можем это сделать как в старые добрые времена? С одной стороны один станок, с другой стороны другой. Так вот, батл, не знаю, как это называть. Давайте сделаем проще. Я на оба поставил персону. И сейчас одну сторону мы с вами побреем Файном, а другую 102-й головой. Несмотря на то, что он был в предыдущем обзоре, мне кажется, если мы так сделаем, это будет наиболее ярко, наиболее приближенно к жизни. То есть эти ощущения можно сравнить сразу, а не вспоминать о том, что было там 3-4 дня назад. Ну, а как с 37-м на следующий обзор поступим? Ну, скажите вы мне в комментариях. Если хотите, чтобы, допустим, Файн шел параллельно с 37-м, пусть будет так. Если достаточно просто 37-м помахать, ну, тоже вариант, почему нет. Ну что ж, хватит разговаривать, пора делом заняться. Как сказано в инструкции для органика от Мюлле, то место, которое хотите побрить, нанесите туда крем и тщательно сбейте по мазкам. Чем больше у вас растительности на лице, тем более тщательно вам нужно это сделать. Я имею в виду бить по мазкам. Давайте попробуем. Ну, вот так, наверное, хватит. Угу. Что-то водички лишней. Запах, ребята, знаете какой? Запах воли. Какой-то такой вот интересный. Пока-то хорошо. Кстати, я не прикидывался, я на самом деле не пойму, в чем различие персон. Я думал, что есть синяя и белая.
Ну, как-то вот так мне казалось, что, знаете, вот в длинных пачках такое бывает, которые в Америке делают. А тут вот что-то как-то не понял я. Так что, если кто знает ответ, скажите в комментариях, пожалуйста. Нет, сам, конечно, могу найти, погуглить, то все. Но мало ли, вдруг кто знает. Ребят, пока прекрасно. Так, ну, давайте с нашего нового пассажира и начнем. Ребят, ну все-таки 16 грамм и больше 100 грамм, это, конечно, да. Интересно. Здесь, конечно, нет той массы, что у Айкона. Но это не вызывает совершенно никаких напрягов. Особенно с этим лезвием. По лезвию у меня начинает складываться картина, но пока еще не готов сказать. Убрал так хорошо. Водички. Скольжение крема было великолепное. Я чувствовал, как лезвие не отвлекается на потустороннюю работу. Оно просто занимается своим делом, снимает щетину с кожи. Причем снимает знатно. Нигде никаких бросков, подпрыгиваний. То есть, вот, знаете, ровно, как по накатанной, как по маслу. Как раз дошли до этого места. Парни, прошу прощения, не помню, кто по имени, как звать, уж простите заради Христа. Но был такой вопрос. У человека чувствительная кожа, каждый раз, когда он бреется под носом, первый проход сверху вниз, второй перпендикулярно, у него все проходит, все нормально, все хорошо. Как он только начинает снизу вверх брить, у него цепляется за волосы, и у него там постоянно бардак, постоянно в кровь, в хлам. И, короче, у парня одни недоразумения. Я так думаю, что вот за первые вот эти два прохода, если ты будешь хорошо выбривать, то у тебя такой ситуации не будет. Смотри, маленькие пеньки остаются. Допустим, я не прав. Ты это делаешь хорошо, и тем не менее, снизу, когда начинаешь вести, у тебя получается, что все-таки станок цепляется. Умный в гору не пойдет, умный гоблина пошлет. Если ты чувствуешь, что у тебя вот так вот прям фигачит, ну так будь умнее, зачем ты это делаешь? Постарайся изменить направление станка. Если так проблемы, поработай станком. Возможно так, а потом не вот так вот прямо идти, а под углом 45, 70. Или как-то вот поменяй этот угол, что вот так вот. Не в лоб, так сбоку. Ну, не сбреешь, так откусишь. Потом второй раз. И вот это, возможно, тебе поможет. Других способов я не знаю. Так, заговорились, поехали дальше. Чуть-чуть подсела, да? Видите? Чуть-чуть есть. Ну, ребят, я вам скажу так, на бритье это вообще никак не сказывается. Вот скользит хорошо. Ну, пены вообще не осталось. Здесь что-то там... Да, в принципе, не должно было остаться, потому что мы же на лице все делали. Хотя, ну, это для крема может быть нормально. Для мыла это было бы так, знаете, странно. Ну, давайте уже статус-кво восстановим. На тебе маленько прожора. Угу. Да, все восстановили. Эпидермис попискивает.
Такое ощущение, что щетина сама под станок кидается. Великолепно. Просто великолепно. Вот здесь сейчас вот вижу два места на догонку, на подбрить. А все остальное 5. Просто 5. Так, ладно, зубы заговаривать. Давайте пошли дальше. Так, амал-1. Ребят, знаете, такое ощущение, что ты на велике ехал, педали херачил. Фух, ладно, сел, покурил. А тут пока ты курил, ну, парил, курил, назовите как хотите, хлобысь твой корефан подъезжает, там, я не знаю, ну на 6-литровом на чем-то, допустим, там, первый, второй, там, ну, трак heavy duty, что-то там американское на 4-5 литров, и который аж прям, и вы на него садитесь, и вот вы едете, не торопясь, вальяжно, с такой же скоростью, как вы ехали на велике, но здесь 6 цилиндров, ой, 6 литров, а там вы педалями фигачили. Вот представьте, вот что у вас внутри, как изменится. Ну, я вам так скажу, пока это интереснее, чем в предыдущем обзоре. Ну, пока что, конечно, да. Нет того. Ребята, чтобы не разводить, я, наверное, еще добавлю маленечко крема. Я это связываю, наверное, с тем, что необычно для вот такого, что по частям, половину тут, половину тут. Если бы сразу все брил, давно бы уже побрился. Ну, не суть. Чтобы как-то вот, это знаете, вот вы идете какое-то вот в центре города, мегаполиса, какое-то здание офигительное, вы заходите в него, кнопку нажимаете, поднимаетесь на 38 этаж, перед вами открываются двери, сидит девушка за стойкой, вежливо спрашивает у вас, что вы хотите, подсказывает там, присядьте на диванчик, вы хотите кофе, полистайте журналы, вы садитесь на диван, а перед вами не какие-то там окна муравьи, а просто стекло от низа до верха, и перед вами раскрывается шикарная панорама. Вы понимаете, что вы пришли в непростое место, что здесь люди занимаются делом, зарабатывают деньги, и, собственно, вы пришли по назначению. Так вот, запах в таком месте, он иногда бывает необычный. Вот что-то, вот какая-то вот необычность вот все-таки вот здесь есть. Я вначале, знаете, мысль пробежала запах женщины, которая за собой следит. Не в том смысле, что ухоженная женщина, скажем так. Вот что-то вот такое вот есть. Но нет, это слишком персонально. Вот что-то такое вот более глобальное. Интересный запах. Хотя я знаю, что там травы, ягоды, масла, тарам-дарам. Но подобрано все очень интересно, очень интересно. Ну давай, дружок, еще разочек. Так, что у нас было-то? А, теперь у нас вот что. Удивил, честно вам скажу. И тот, и другой. И лезвие, кстати, тоже. Не жалею, что выбрал именно это. В точку попал. Прям десятку. Тютелька в тютельку. Удивили оба. Ну вот, пожалуй, что и все, ребят. Дайте мне 6 секунд, я сейчас быстренько все это смою, автошейф, и мы с вами продолжим. Ой. Ух, парни, так приучил себя к теплому компрессу, что иногда и даже вылазить оттуда не хочется. И там внутри уже какой-то сидит, слышь, друг, проснись, замерзнешь.
Ребят, вот с этой вот колокольни, что я сейчас сам себя чувствую, бритье великолепно. Великолепно. Причем с обоих сторон. С обоих сторон. И даже лучше, чем в предыдущем обзоре 102-я голова себя сегодня повела. Пизерек стандартный. Дырочка точно такая же, как у всех остальных флойдов. Пахнет необычно. Ух, какой маслянисто-древесный какой-то. И такой южно-завораживающий. Кстати, да, он алкогольный, но по 10-бальной шкале не на все 100. Чует мое сердце. Тут, наверное, все-таки среднеалкогольный, а возможно даже чуть ниже среднего. Вот, знаете, вот дрочевости, вот как я люблю, ее нет. Это не значит, что он плохой, просто ее нет. В запахе вот эта ментолада, оно практически не ощущается. Чуть-чуть, знаете, как вот перышко летит, и если вы будете стоять, вот никуда не двигаться, оно не упадет на вас, оно в сторону отлетит, потому что между ним и вами какая-то воздушная прослойка есть. Вот настолько легкая вот эта вот шлейф идет. Но вы все это ощущаете на своей коже. Я вот сейчас вот прям хохотальник раздувает, я вам серьезно говорю. Прям, знаете, такое ощущение, что если взять снег и на лицо, холодно. Если взять в холодной водой, холодно. Но это все-таки какое-то шоковое. А здесь не шоковое, здесь приятное. Здесь получается холод с напором воздуха, что-то такое, знаете, вот прям охлаждающий эффект. И при всем при том, глаза чуть-чуть цепляет. Я-то налил по-хорошему, нормально. Глаза цепляют чуть-чуть. Если бы вот было бы еще больше, я бы глаз не мог открыть, у меня бы слезилось. Я это ужас как не люблю. А здесь все в порядке. И, ну, запах, ребята. И что-то, знаете, мускатное такое, пряное. Нет, не пряное не в смысле, что в сторону kitchen, кухня, да, куда-то в кулинарную тему. Нет. Пряное что-то восточное. Не восточный базар, нет. А знаете, наверное, как вы в лавку зашли, которая вот целебными травами торгует. И вот там вот такое, знаете, вот прям там лягушачьи лапки, там клюв совы, там пенис ящерицы. И вот знаете, вот бывает такая, что вот какая-то вот трава такая, вы не можете понять, что это такое, но она одной нотой через всю лавку проходит и прям сшибает, хотя там всего миллион. И вот здесь вот, знаете, вот такая вот мощная такая, знаешь, вот наступление по всем фронтам. В то же самое время не раздражает, а как-то обволакивает, окутывает. Я не думаю, что это тот запах, который пройдет через полчаса, и вы сможете использовать свой парфюм. Если вы будете использовать эту воду, ребят, это с вами будет тянуться. Да-да-да. Но запах, конечно, блин, как в Тюмени говорят, мазевый. Очень хороший. Мужской, однозначно мужской, не такой, не молодежный, а ну, со статусом, это слишком будет сказано. Знаете, ну серьезный, уже сформировавшийся, то есть спокойный взрослый мужик, который уже как-то вот определился, но при всем при том, это не то, что там, знаете, вот такое там Bentley, BMW, Lexus, это спокойно, да, этот человек может и на Жигулях ездить, вообще нормально, но внутри человек уже нормальный, хороший человек, вот что-то вот такое вот. Мне кажется, человек с таким запахом никогда не будет придираться к мелочам, никогда не будет устраивать истерики, никогда не будет обижать женщин. Что-то такое, знаете, хорошее, стабильное, замечательное, просто великолепный. Влад, от всего сердца спасибо тебе. Очень хорошая штука, и большое тебе спасибо за то, что ты дал мне возможность показать ребятам вот эту вот вещь, потому что автошейх на самом деле обалденный. Вот мне раньше-то Флойды нравились, они раньше прям, знаете, вот, ну как-то заходили, но вот этот, я бы сказал, он стоит особнячком. У него как-то вот, знаете, все спокойней, стабильней, уверенней, как по накатанной, понимаете, вот как вот что-то вот такое, прям хороший.
Спросите, могу советовать? Да, конечно, могу. Это прям вот, это прям вещь. Именно вот ментолада. С ментолом с ног сбивать не будет. И прям он тут все к месту, все в кассу, никаких переборов, все выверено. Это, знаете, вот как инь и янь, то есть вот все в взвешенном, таком в уравновешенном состоянии. Вот там вот все так вот оно и есть. Блин, вот цепанул, сейчас с Остапа понесло. Давайте дальше. Помазок Волфик 404. Когда я им сегодня брился, ребят, те впечатления, которые были год назад, наверное, все-таки благодаря тому, что вот поперепробовал за это время-то уже поубавилось. Хуже ли он от этого стал? Нет. Нет. По-прежнему я знаю, что это великолепный помазок. И вначале я как-то так, когда вот в голове пронеслась мысль про этого, про зенита, манжурца, а потом вспомнил, друг, ну ты чё, ну бога-то гневить не надо. То есть 60-70 евро, ну и как бы 12 фунтов стерлингов. Все-таки разные категории. И в своей категории он великолепен. Он просто прекрасен, хороший, замечательный. За это время он, ну, слава его для меня может быть, чуть-чуть потускнела. Ну, разбаловали мужика, что взять? Взять его на голодный паёк, на месяц посадить, а потом тряпочку, чтоб бляхи натер, и заблестит, как новый медный пятак. Так что с этим все нормально. Волфик 404 просто великолепен. Что касается, давайте уже за крем. Вот общее впечатление резко положительное, начиная от запаха и заканчивая его действием. Пена мягкая, бархатистая, полностью выполняет свою работу. Скольжение станка великолепно, структура пены хороша. Напрягло два момента. Я, честно сказать, сейчас пока не могу их себе объяснить, но со временем все устаканится и придет. Первое, то, что мне 2 раза его пришлось добавлять. Возможно, это из-за того, что я с каждой стороной баловался в отдельности, ну и пришлось больше работать. Да, можно этим объяснить. И еще один момент, который мне не очень понравился, это то, что вот та сторона, на которую мы нанесли, и больше всего, вернее, она дольше всего ждала, в конце, видели, уже чуть-чуть опала. Не знаю, насколько высоки требования к кремам в этом отношении, потому что мыло так это неправильно. То есть мыло, хорошее мыло, оно как встало до конца, так стоять и будет там. Но пасаран и все такое, не, это мимо проходи, я стою, мне ничего не надо. А вот с кремом, давно я уже кремом не баловался, подзабыл, но все-таки как-то удивился. Вот если убрать эти два момента, что добавлял крем и что чуть-чуть здесь слегонца опало, с легкостью могу поставить 4,8. 4,8, вот 0,2 могу снизить только из-за того, что у меня есть вот эти два необъясненных момента. Общее впечатление нравится. Однозначно нравится. Может быть, оно не совсем идеальное, но оно обалденное. От запаха до работы. То есть, вот как вы его... Не часто у кремов встречаешь такие запахи. Запах интересный. Все-таки какое-то вот женское, вот тут нота какая-то все-таки есть. Не женская не в смысле, что вот это для женщин. Нет. А вот, ну блин. Ну идете вы по улице, а вот мимо прошла женщина. Не девчонка 18-25 лет, не ноги от ушей, там, не вся такая вот фифочка на цирлах, а вот знаете, вот просто женщина, вы такую не пропустите, вы остановитесь и обернетесь за всем. И фигуру оценить, и вообще посмотреть. Но самое главное, вас запах цепанет. Потому что такие женщины без запаха не ходят. Вокруг них рядышком всегда шлейф идет, всегда аура. Вот оттуда этот запах. Вот я его поймать не могу заразу, но он хорош. Дальше поехали. Лезвие. Ребят, физер хороши. Ничуть не хуже. Только здесь чутка поболее бархатистости. Вот так я это поймал. То есть вот бреют просто великолепно. Просто супер-пупер обалдеть. Я вот сейчас вот просто сам от себя пищу от восторга. Но здесь чутка побольше бархатистости. Физер, я бы сказал, они более звонкие, более пронзительные такие. Как знаете, вот как удар хлыстом, как звон стали, как отбыли стали. Что-то такое вот есть, знаете. Ну действительно самурайские. А здесь
здесь вот какая-то бархатистость есть. Я таки не знаю, кто ее туда подсунул, может быть в Америке, может быть наши ребята в Израиле, не знаю, но она здесь есть. Ну, и мне это нравится. Хорошая штука, хорошая. Удивлен и прям зашло. Никогда не думал, что вот так откликнусь на какие-то лезвия, вот впервые. Я знал, что они достаточно острые, опаска была внутри, но полностью оправдали. Супер, просто супер, must have. Станки. Давайте уже начнем со 102, так как она была на предыдущем обзоре. И здесь уже просто коротенько удивило, что они работают. Он отработал сегодня совершенно по-другому. Он был не настолько, скажем так, вероломен, как в прошлом обзоре. Сегодня он, может быть, благодаря лезвиям, где-то даже тапочки одевал, чтобы так полом не скрипеть, а так тыр-тыр-тыр-тыр пройти. Но при всем при том, это не убавило мощи этого станка. Как бы не было в прошлом обзоре, но в любом случае 102 голова меня лично побрила гораздо круче, чем X3. Да, после X3 щетина более мягкая, но после 102 я ее задолбался ждать. Хожу, ну когда ж ты вырастешь, блин? Она вот так вот долго росла. Интересный станок, и причем в прошлый раз он тоже побрил хорошо, но просто при ином сопровождении. А сейчас, если в прошлый раз это был блеск самурайского меча, в этот раз это, знаете, какой-то бархатный плащ вот такой вот. Но в любом случае, до бархатистости S6 здесь еще шагать и шагать. Это совсем не то. Реабилитирован 102, это вот еще чуть-чуть, еще маленько, и она, наверное, будет вот подошла бы уже поближе даже к закрытой голове, лично в моих глазах. Как в реале для вас, я не знаю, смотреть вам. Fine из Америки, от компании Fine. Ребят, когда я его первый раз в руки брал, при его 16 граммах, я думал, ну все, капец, попали. Тут давить придется, там тарам-тарам, там порежусь, изрежусь. И даже когда проводил, думаю, ну господи, ну как бы так бы, чтобы вот ту броню из пены пробить, и чтобы он все-таки дошел до кожи и начал щетину собирать. Вот как бы так бы, чтобы вот... А никак не так. Он просто в***л и просто бреет. И вес нахрен не нужен, и продавление что-то там уже само собой все утряслось, удрессировалось. И понимаете, вот в этой комбинации станок отработал на 5 с плюсом. Вот сейчас, если реально вот с моей точки зрения подойти и сказать, какой же все-таки лучше-то побрил. Вот если не на одной полке, то может быть где-то там 1 или 2 десятки вот в моих глазах вот этот уступил. Уступил за счет чего? Я скажу. Вот эти вот 2 места были пробриты хуже. Возможно, это не он виноват, возможно, мне надо было пройти. Возможно, у меня там какая-то мысля такая проскочила, что оставь, сейчас будешь 102 и потом им уже здесь пройдешь. Возможно. Но в бритье я вам готов подтвердить комментарий того взрослого уже дядьки, который в бритье-то разбирается, который после бритья этим станком сказал, ну а для нахрена мне 102-й-то, если есть Fine. Побрил прекрасно, просто прекрасно, на самом деле. Вот если, допустим, сравнивать этот и X3, да я даже голову бы не напрягал, сказал бы этот. X3 это вот для меня в моих глазах рядом не лежало. А вот если сравнивать вот со 102 и этот, ну тут начну думать, тут начну взвешивать, тут начну калькулятор достану, сяду, посчитаю. Ну, сами понимаете, то есть тут не 3 копейки, ну, не так же дешев, но тоже не 3 копейки. Так что тут еще вопрос. В общем и целом, размеры станка заходят, в руке держится великолепно, ничего там не проскальзывает, ничего там не шевелится, мыло, не мыло, мокрое, не мокрое, покрытие пластика какое-то такое, вот эти вот насечечки, что он просто сидит в руке. Вот просто сидит. И даже то, что у него ручка короткая, это ни капли не напрягает, потому что, ребят, ну вес-то 16 грамм, ну что тут, ну как, что тут напрягать-то? Вы просто его играете, как-то пристраиваете по-вашему, как вам удобно, и все, и он пашет, и он работает. За счет вот этих вот своих вот не изгибов, а вот формы головы, да, в начале каждой стороны вот здесь есть какие-то вот изломы лезвия, я вам их на камере показал. Да, поначалу меня это напрягало, я не знал, чего ждать, а потом, как оказалось, что в бритье это просто незаметно, то есть вот, ну как, ну брею и брею, ну считай, вот не скажи тебе об этом, и знать-то не будешь, просто побреешься и дальше пойдешь, а вот как-то вот так вот интересно выскочило. В общем и целом цена соотношения качества, бритья, внешний вид,
тарам-дарам, дарам-дарам. Вот соберите все, что можно собрать про станок. Ребят, 5. Ну вот его поругать-то не за что. Ну, возможно, то, что он стоит 35 баксов, мог бы стоить там 20. Я не знаю. Ну да, мог бы. То есть вот станок, конечно же, прекрасен. Хорош, реально хорош. Но любителям легких станков, ну, ребят, если уж претит вам это вообще, ну тогда подумайте. А если нет, ну тогда я бы, наверное, все-таки порекомендовал. Станок великолепен. Что будет на следующий обзор? Параллельно сразу же прогнать 2 станка или хватит вам посмотреть достаточно на 37-й? Ребята, пишите в комментариях. Я думаю, что и тот вариант возможен. Тут по большому счету на ваше усмотрение. То есть, как вам это будет более интересно. А мне что, я и так сделаю. Ну, вот что, пожалуй, и все. На этой такой ноте разрешите с вами попрощаться, пожелать вам, чтобы Господь поворачивался к вам иногда такой своей юморной стороной, ну и дарил подарки, чтобы время от времени вы могли какие-то вот такие вот интересные вещи для себя открывать, и чтобы они вас искренне радовали и приносили свое счастье, чтобы то, что вы приобрели себе, чтобы оно вас не разочаровывало, а просто дарило что-то такое, что вам бы было к душе. Ну и добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких, любите их. Кого нам еще любить, как не своих родных и близких? Пока-пока, до новых встреч. С вами был я, Вадим. Берегите себя.